Всем доброго времени суток. Как знают мои подписчики, я много заказываю с AliExpress и делаю обзоры. Есть также много чего, что не нужно заказывать из-за качества или слишком высокой цены, или вообще несоответствия описанию. Раньше почему-то я не задумывался делать выпуски на эту тему того, что не нужно заказывать с AliExpress, но времена меняются. Выпуск будет недолгим, так как рассказывать тут по большому счету в принципе и нечего, и думаю, такая тематика вам понравится. А пойдет сегодня речь о сетевом хранилище от китайского бренда Blue Endless KeyMax, по крайней мере он позиционируется сетевым хранилищем. Комплектация, должен заметить, не скудная. Кладут блок питания 12 вольт 2 ампера с вилкой на выбор, шнур USB Type-B, антенна, шнур RJ45, шурупы и отвертка. Сама коробка тоже презентабельна, есть также гарантийный талон и инструкция с описанием. Продавец указывает, что корпус этот может вытянуть до 6 терабайт жесткого диска на 3,5 мм. Также USB 3.0 совместим с 2.0 и 1.1. Тут он не наврал, хотя жесткий диск такого объема я не проверял, а вот USB 3.0 и 2.0 работает, разница только в скорости. А теперь самое интересное, при подключении устройства по USB получить доступ по сети уже не получится. То есть работает оно только в одном канале, возможно дело в прошивке или в железе, хотя прошивка стояла последней версии. Кстати о железе, процессор на 580 МГц, оперативка на 64 МБ DDR1 и память на 16 МБ. В общем это дно, но как бы для нас хранилище сойдет. Корпус металлический и по факту должен отводить тепло, но чипы все же без радиаторов сильно греются и начинаются глюки. Устройство умеет раздавать Wi-Fi, по которому можно подключиться по приложению на смартфоне из других устройств. Но без интернета, хотя по порту Ethernet оно подключено к роутеру и выставлены все необходимые настройки. Приложение на смартфон интуитивно понятное и подключается к устройству без проблем, но в радиусе действия ее сети. То есть к устройству в любом месте получить доступ не получится, и тогда напрашивается вопрос, зачем оно вообще нужно. Какое же оно сетевое хранилище? Но это еще не все, у меня, к примеру, создать сеть и добавить устройство не получилось. Устройство компьютер находит, но подключиться к нему не получается, причем пробовал с двух компьютеров. В настройке через браузер вход возможен, опять-таки если оно не подключено через USB порт одновременно. Вот как док-станция ею пользоваться можно, скорость на уровне, да и вид неплохой. А на то, для чего оно делалось, пользоваться без проблем не удастся. Хотя в принципе и с проблемами не удастся, так как получилось, что этих хранилищ у меня было 2 штуки. Пришлось открыть спор на первое хранилище, так как оно не видело Ethernet кабель, продавец отправил другое.
Решил открыть его, пока едет второе. Увидел, что шлейф отошел, и после того, как вернул на место, все заработало. Помимо того, что в ней и так целая туча проблем, так оно еще и умудряется зависнуть, как ей вздумается. Если ее не трогать, в день один раз. А вот если начнешь что-то там делать, кнопка Reset будет той, на которую будешь нажимать по несколько раз. Читаю комментарии тех, кто заказывал данный аппарат, и думаю, или они куплены, или они ничего не понимают. Можно данное устройство прошить альтернативной прошивкой, у которой намного больше функций и которая будет работать намного лучше заводской. Но там столько всего нужно делать, что ну его нафиг, а в открытом доступе прошивки нет, собирать надо самому. Я уже на другой основе собираю сетевое хранилище и сделаю по ней выпуск на канале, а чтобы не пропустить, жмите подписаться, ну и лайк поставьте, и на колокольчик тоже нажмите. Жду вашего мнения в комментариях, только мат в любом виде удаляется, а конструктивная критика приветствуется. В конечной заставке мои прошлые выпуски, там есть на что посмотреть, а в описании группа в ВК, в которой много полезного, советую заглянуть. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.